Всем привет! С вами Светлана Иванова из школы йога-терапии. И сегодня мы поговорим о сексуальном здоровье и начнем осваивать базовые упражнения для области промежности. Данные знания понадобятся нам в случае, если будет желание осваивать более сложные энергетические техники в йоге. А в общем для здоровья эти техники будут полезны как мужчинам, так и женщинам. Обязательно смотрите ролик до конца, так как именно в конце будет практика. А пока для тела и здоровья. Какие бонусы мы получим, практикуя эти техники, работая с мышцами области промежности? И бонусов очень много. И первое – это тренировка интимной мускулатуры. Второе – сокращение вагинального объема после родов у женщин. Третье – стимуляция кровообращения и профилактика венозного застоя в органах малого таза, профилактика геморроя и воспалительных заболеваний, улучшение половой функции и активности, повышение либидо, развитие чувствительности и улучшение ощущений в сексе, стабилизация менструального цикла, профилактика опущения органов малого таза, укрепление глубоких мышц кора и стабилизация поясничного отдела. И что самое интересное, работа с данными мышцами замедляет старение. Итак, почему же данная тема на сегодняшний день настолько актуальна? Многие из нас работают у компьютеров и имеют малоподвижный образ жизни. Мы все больше сидим за рулем в машинах и все меньше двигаемся. Рабочий день часто проводим в спешке и не всегда следим за питанием. Все эти факторы приводят к проблемам. Проблемам с кишечником, запором, опущению органов, венозному застою в тазу. И эти проблемы между собой очень тесно взаимосвязаны. Когда есть проблемы с венами, мы можем это видеть на ногах в виде варикоза. Но если мы не видим варикоза, нам кажется, что проблемы с венами нет. Но, к сожалению, это не так. Есть первые признаки, очень важные, на которые надо обратить внимание. И это проблемы с кишечником, вздутие, запоры, дисбактериоза, воспалительные процессы органов мочеполовой системы, такие как циститы, воспаление придатков, почек, частые восходящие мочеполовые инфекции, недержание мочи во время кашля, чиха, прыжков. Мы с вами начнем осваивать технику с облегченного варианта, так как по моему опыту даже облегченный вариант очень часто дается людям с трудом, особенно если не освоен брюшной стереотип дыхания, о котором я рассказывала в своем видео «Научись дышать правильно». Обязательно посмотрите это видео, так как если вы будете практиковать данные техники, не используя правильного дыхания, вы можете нанести больше вреда своему здоровью, чем пользы. Особенно это касается тех, у кого уже есть проблемы с запорами, головными болями и повышенным артериальным давлением. Так что посмотрите видео о правильном дыхании, и также полезно посмотреть видео о дыхании и пояснице. Кстати, друзья, знали ли вы такой факт, что сексуальное насилие – это генный отголосок завоевательных походов? И что в древности женщины с развитыми мышцами промежности могли предотвратить насилие со стороны воинов-завоевателей. И победители не всегда могли изнасиловать свою жертву, рабыню, так как при отсутствии желания женщина была просто способна не впустить в себя мужчину. Но в процессе эволюции данная способность стала исчезать, и за недавностью мышцы стали слабеть. Приступим к практике. Но хочу обратить ваше внимание, что у практики есть противопоказания. Это менструация, беременность, любые образования и опухоли, и также воспаление в острой стадии. И нашу практику сегодня мы разделим на несколько этапов. Я вам настоятельно рекомендую начинать практику в положении лежа. Я буду вам объяснять и рассказывать сидя, но вам лучше все это выполнять лежа. Итак, первый этап. На первом этапе нам важно вспомнить
технику брюшного дыхания, диафрагмального дыхания, о котором я рассказывала в своем видео. Напоминаю, что на вдохе живот надувается и на выдохе мягко втягивается вовнутрь. Сегодня нам понадобится нижняя часть живота. То есть, если мысленно поделите живот на несколько частей, нижняя, средняя и верхняя часть, то нам нужна будет нижняя часть живота под пупком. Можно положить ладони в эту зону под пупком и попробовать подышать животом в этом районе. Почувствуйте, как на вдохе живот поднимается вверх и на выдохе опускается вниз. Именно нижняя часть живота. Следующий этап. Переводим свое внимание в область промежности. Надо будет найти 3 зоны. Мочеиспускательный канал, анус, женщинам мышцы влагалища и мужчинам корень полового члена. Итак, мы начнем с ануса, так как этот сфинктер чувствуется легче всего. Направьте туда свое внимание и мягко начинайте сокращать, как бы подтягивая анус вверх. Мягко сжимаем и мягко отпускаем. Мягко сжимаем, подтягиваем его вверх и мягко отпускаем. На начальном этапе нам главное почувствовать сам сфинктер и почувствовать, как он может делать движение. Хорошо. Следующая зона – мочеиспускательный канал. Зачастую это самая сложная зона, самый сложный сфинктер. Вам важно вспомнить процесс мочеиспускания и момент прекращения мочеиспускания. Попробуйте вспомнить и мягко включите данный сфинктер в работу. Также сожмите, подтяните вверх и отпустите. Это довольно тонкое ощущение, и если оно к вам не приходит, то важно потренироваться сначала в туалете. Мягко подтянули, сжали, отпустили. И теперь у мужчин корень полового члена – это зона между анусом и мошонкой, центр. Можно поставить пальчик и запомнить ощущения в голове от этой зоны. И женщины мышцы влагалища. Для женщин важен такой момент, что при сокращении и подтягивании вверх надо представлять, что седалищные косточки направляются к центру. Если вы не знаете, где есть седалищные бугры, можно сесть на твердый стульчик, табуреточку, и вот эти твердые зоны, вы их почувствуете, это и есть седалищные бугры. И в момент сокращения мышц представляете, что чувствуете, направляете эти седалищные бугры к центру. И тоже движение, мягкое сокращение и подтягивание вверх, и расслабление. Мягко подтягиваем и расслабляем. И теперь третий этап. Возможно, для кого-то самый сложный. Мы будем объединять движение сфинктеров с дыханием. И вот здесь нам понадобится на начальном этапе диафрагмальное дыхание. Вдох. Мы расслабляем все. И на выдохе мягко подтягиваем живот и начинаем с ануса. И анус аккуратно вверх. На вдохе все расслабляем. Выдох. Живот вовнутрь и анус вверх. И все расслабляем. Выдох. Живот вовнутрь, нижняя часть живота. И анус мягко вверх. И расслабляем. Сделайте 10 таких повторений. Аналогично мочеиспускательный канал. На выдохе подтягиваем мочеиспускательный вверх, подтягивая живот. И на вдохе
расслабляем. И снова мочеиспускательный канал и мягко живот на выдохе. И расслабляем. Также 10 раз сделайте это движение. И потом уже корень полового члена или мышцы влагалища. Также выдох. Подтянули, сжали. И на вдохе все расслабили. Выдох. Подтянули, мягко сжали. И на вдохе все расслабили. Выдох. Подтянули, сжали. И вдох. Расслабились. Попробуйте сделать 10 таких повторений. И теперь все вместе. Все 3 зоны вместе. Вдох. Расслабились и выдох. Все вместе подтянули вверх. Вдох. Расслабились. Выдох. Подтянули все 3 сфинктера вверх. Вдох. Расслабились. Выдох. Подтянули. Вдох. Расслабились. Выдох. Подтянули. Вдох. Расслабились. Тоже 10 повторений. Итак, вы можете практиковать без дыхания, работая с каждым сфинктером по отдельности. И потом, когда вы чувствуете уже хорошо свои сфинктеры, вы можете подключать дыхание и соединять движение и дыхание вместе. Мягко на выдохе. Вдох. Расслабились и выдох. Подтянули. Можете представлять, как бутон цветка распускается и бутон цветка закрывается. Бутон цветка раскрывается и мягко, нежно закрывается. Хочу вам напомнить, что мышцы промежности также являются глубокими мышцами кора. Поэтому, тренируя промежность вместе с дыханием, с нижними мышцами живота, мы также стабилизируем поясницу и таз, предотвращая появление грыж и протрузий поясничного отдела. Так что, друзья, пожалуйста, не ленитесь, практикуйте, тренируйтесь, и ваше тело отблагодарит вас крепким здоровьем. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и не пропускайте мои новые уроки. Увидимся в следующих моих роликах. Пока!